Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Меня зовут Саша Карельский, и я продолжаю знакомить вас с народными казахскими музыкальными инструментами. Это уже третий выпуск из нашего цикла передач. В предыдущих сериях мы уже успели познакомиться с домброй и кобызом. Если вы еще не видели эти передачи, смело рекомендую к просмотру. Вот по этим подсказкам. А прямо сейчас мы продолжаем исследовать казахскую культуру. И сегодня мой рассказ будет о духовом народном казахском инструменте – сабызги. И помогает нам в этом замечательная видеостудия База К-17 и уникальный музей народных инструментов – Ихласа, который находится в Алмате. Если все готовы, Алга! Казахские народные инструменты способны передать шум степи и горного водопада, суровость снежных бурь и весенний щебет птиц. О том, насколько казахи певучи, всегда сообщали путешественники, которых восхищали музыкальные инструменты степного народа. Без музыки и инструментов для ее исполнения невозможно представить культуру народа. Они демонстрируют развитие духовности, этноса, передают своеобразие и мировосприятие, религиозные представления и так далее. Казахские национальные инструменты являются историческим наследием, раскрывают духовное богатство народа, его эстетический вкус, умения и таланты в воссоздании музыкальной гармонии. Вся жизнь казаха была сопряжена с музыкой. С ее помощью поколения передавали знания о мире, исторические сведения, прививали нормы этики. Согласно казахской легенде, однажды с небес лились божественные песни и спустились столь низко, что были услышаны казахами-кочевниками. Проникнув в их сердца, песни небес стали народными мотивами. Музыкальное восприятие у казахов особенное. Возможно, действительно, этот талант давным-давно даровали народу высшие силы. Реализовать его помогают музыкальные инструменты казахов, которые оживают в умелых пальцах музыкантов, открывают самое сокровенное, что таится в народной душе. Казахские инструменты разнообразны. Народ изобрел более 20 их видов. И сегодня, как вы помните, мы поговорим о сабызги. Сейчас видим инструмент сабызга. Сабызга считается духовым инструментом у казахского народа. Сабызги – это один из самых популярных духовых инструментов на территории Казахстана. Музыкальный инструмент вошел в жизнь казахских пастухов еще до 18 века. В этнографических трудах 18-19 века сабызга очень часто встречается. И это говорит о том, что казахи очень часто использовали инструмент сабызга. Еще инструмент сабызга был самым распространенным инструментом у пастухов. Тогда сабызги скрашивали одиночество чабанов на отдельных пастбищах и радовали людей в часы отдыха или празднеств. Продолжают они покорять сердца своим невероятным звучанием и ныне. С ними связано множество легенд и сказаний. Сабызги относятся к роду продольной флейты. Внешне напоминает свирель. Для этого срезают тростник длиной 500-700 миллиметров и делают, то есть вырезают отверстия где-то в 3-4 местах. С учетом исполнительских традиций бывает двух видов. Восточный обладает небольшой длиной, малым диаметром, конусообразной формой. Западный более длинный, крупный. Изготовление этого инструмента не занимает долгого времени. На изготовление этого инструмента уходит максимум 10 или 15 минут. Сабызга делали из разного материала. Его делали из дерева или из тростника и использовали коноплю для приготовления этого инструмента. И еще инструмент сабызга делают из курая. То есть это считается традиционным вариантом этого инструмента.
Гораздо позже стали изготавливать сабызги из дерева и металла, вернее из меди. Но какой бы материал ни использовался, обязательно натягивалась тонкая баранья или козлиная кишка, чтобы не было утечки воздуха. Специалисты отмечают, что простота конструкции компенсируется сложнейшей техникой исполнения, в которой используются элементы горлового пения. Поэтому научиться на них играть под силу далеко не каждому. Звучание двухголосное. Один голос исходит из инструмента, а другой из горла музыканта, исполнителя. Для появления красивой музыки раньше нужно было освоить технику одновременного звучания двух голосов. Вероятно, относя казахские сабызги к музыкально-пастушеской традиции, исследователи имели в виду гораздо более глубокое народное понимание его роли. Судя по назначению сабызговых кюев, игра на нем восходила к культу священных тотемных животных и магическим функциям музыки. У разных народов мира существует представление о магических свойствах флейты. Она обладает особым даром. Ее магическая сила может присмирить воду, усыпить ветер, тронуть звуком травы. На этом наше знакомство с казахским народным инструментом сабызги окончено. Всем спасибо за внимание. В следующей серии поговорим про жетиген. Это древнетюркский многострунный щипковый инструмент, напоминающий по форме гюсли или лежачую арфу. Не пропустите. Алга! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.